Большинство птиц относятся к безвредным для человека животным. Тем не менее, некоторые виды птиц адаптировались к окружающей среде, развив острые когти, сильные лапы, территориальные инстинкты и способность летать с непревзойденной свирепостью. 10 место. Краснохвостый сарыч. Краснохвостый сарыч весит от 3 до 4,4 кг, а размах крыльев составляет около 1,5 метра. Гнезда они размещают на деревьях, возле открытых площадок и очень яростно защищают их. Их гнездо построено в районе, часто посещаемом людьми. Ястреб может идентифицировать людей как угрозу и захочет изгнать их с территории, где он обитает. Нападения обычно выглядят как быстрые полеты с расставленными массивными когтями. В Коннектикуте в 2010 году во время гнездования сарычей несколько человек подверглись атаке по территориальному признаку. Некоторые были ранены и получили удары по голове. В это время школьные легкоатлетические занятия были перемещены в помещение. 9 место. Белая сова. Белая или полярная сова – это большая белая птица, увековеченная в фильме «Гарри Поттер». Самая северная хищная птица, живущая на планете. Полярные совы живут в тундре вблизи полярного круга, и кроме того они способны переносить температуру до минус 50 градусов. Рост птицы около 45 см, размах крыльев более 1,2 метра. Вес их может превышать 2 кг. Во время прогулки в арктической тундре, вблизи участка с травяным покровом и не растаявшим снегом, необходимо осторожно осматриваться. К месту гнездования совы можно вплотную подойти без каких-либо признаков тревоги, но как только угроза будет реальной, тот участок может запомниться на всю жизнь, поскольку белая сова бросится отпугнуть нарушителя. Если эта угроза станет человек, сова может броситься в лицо и голову с выставленными когтями, острыми как бритва. Серьезные травмы, особенно на глазах, это наибольшая вероятность исхода нападения совы. В подобных случаях необходимо наклониться, защищать лицо и поспешно пятиться назад. 8 место. Бородач. Бородач с немецкого переводится как ягнятник. Считалось, что наиболее хищные виды стервятников питались ягнятами, но вряд ли они могут справиться с ягненком, если он не болен или мертв. Именно птичья склонность к твердым продуктам питания, которые стоит расколоть, делает его потенциально опасным. Бородач приспособился добираться до мягкого мозга внутри костей, ведь именно только кости остаются после того, как другие падальщики разделили труп. Чтобы добраться до мозга, птица берет с собой кость и в воздухе бросает ее, чтобы она, упав на камни, разломалась. Это создает определенную угрозу для людей, находящихся в непосредственной близости от них. Бородач рассматривает череп как заменитель камней и относится к ним также. Древнегреческий драматург Эсхил был убит черепахой, упавшей с неба. Предположительно, ее бросил бородач. 7 место. Пестрая неясыть. Пестрая неясыть – это пушистая среднего размера хищная птица, уроженка болотистых лесов. Размах крыльев доходит до 1,2 метра, а вес может достигать 1 килограмма. Альпинисты на северо-западном Тихоокеанском побережье платят за прогулки в лесах, заселенной пестрой неясытью. Когда подлетает сова, жертвы ее не слышат, поскольку ее специальные перья заглушают парящий полет совы. Птицы нацеливаются на голову своими острыми когтями, царапают, клюют и сдавливают. Такое нападение может закончиться окровавленными травмами головы. О нападениях, совершаемых в парках, известно с 2010 года. 4 жителей Техаса были окровавлены в результате серии ударов, нанесенных совой в 2007 году. Каски могут стать вашим полезным средством защиты от атак сов. 6 место. Белоклювая гагара. Известно всего 5 видов гагар, широко известных с давних времен. Гагары гнездятся неподалеку от озер, в тундровом и арктическом лесу в Северной Америке и Северной Евразии. На зиму гагары летят на юг, чтобы провести зиму на защищенных заливах. Гагары весят 4-6 килограммов, в их клюве имеются острые зубы, которые они используют, чтобы впиться в рыбу. Загрязнение озер вызвало сокращение популяции гагар, побуждая ученых следовать за ними, чтобы отслеживать их перемещение. Известен случай, когда орнитолог спутал гагару с хищником и окольцевал ее. Упавшая птица стала обороняться. Клювом, напоминающий кинжал, она пробила грудную клетку и сердце исследователя, умершего на месте. 5 место. Лебедь-шипун. Лебедь-шипун представляет собой одну из крупнейших водоплавающих птиц в мире. Стоит также отметить, что это одна из наиболее агрессивных территориальных птиц. Птицы в основном живут в Евразии,
но их также вывели во многих других регионах мира. Лебедь-шипун, в отличие от других видов лебедей, гнездится в водоемах парков, общественных озерах и других местах, которые могут посещать люди. Эти птицы крайне агрессивно защищают свои гнезда от любых возможных хищников. Если человек приблизится к берегу озера, где есть гнездо, 9-килограммовая птица станет шипеть и злиться. Лебедь наносит удары своему противнику мускулистыми крыльями, которые достигают более чем 2 метров, клюет и толкается, пока угроза не уберется восвояси. В результате нападения лебедя-шипуна можно получить серьезные травмы, в том числе переломы костей, ушибы и травмы глаз. Во время одного трагического инцидента смотритель утонул после того, как лебеди вытолкали его из байдарки. 4 место. Серебристая чайка. Главным образом гнездящиеся чайки, особенно крупные виды, к которым относится серебристая чайка, могут вести себя очень агрессивно в отношении воспринимаемым злоумышленникам. Накопление мусора и достаточного продовольствия в городских районах способствовали тому, что чайки стали гнездиться в этих новых для них местах обитания, повышая конфликтность с людьми. Эти птицы агрессивно крадут продукты питания у людей, в результате чего можно получить потенциальные травмы от массивного клюва. Один мальчик получил порезы на лице, после того, как чайка украла у него колбасу. Птица может весить более 1 килограмма. Размах крыльев составляет 1,2 метра. Во время сезона гнездования у них сохраняются территориальные инстинкты. В 2001 году женщина в Великобритании получила глубокие рваные раны головы, а ее собаку нашли мертвой. А в 2002 году мужчина пенсионного возраста умер от сердечного приступа после того, как подвергся нападению стаи чаек. 3 место. Ворона-свистун. Ворона-свистун представляет собой южного родственника ворон, и она тесно связана родством с сорокой. Обитает она в Австралии. Пищевые привычки этого вида относительно безопасны. Как ворона, она ориентирована в основном на земляных беспозвоночных. Однако территориальное поведение этой громадной певчей птицы, размах крыльев которой составляет почти 1 метр, относит ее к одним из самых опасных для человека видов птиц на планете. Во время своего 6-недельного гнездования птицы бесстрашно пикируют в парах, чтобы напасть на злоумышленников, где они наиболее уязвимы. Не раз сообщалось о травмах глаз, серьезных поверхностных ранах и черепно-мозговых травмах. Случаи летального исхода случались, когда злоумышленники, такие как пешеходы и велосипедисты, паниковали после побоев по голове когтями и массивным заостренным клювом. 2 место. Африканский страус. Африканский страус является крупнейшей птицей на Земле и является единственным оставшимся видом страуса после трагического исчезновения сирийского страуса. Страусы в среднем весят 70 кг, а рост их может достигать почти 2,5 метра. Птичьи длинные ресницы и широкие клювы могут казаться смешными, но территориального страуса лучше бояться. Раздраженные страусы способны разгоняться до 70 км в час, но когда их территории кто-то угрожает, то они могут напасть и на людей. У страусов массивные кости ног, подобные копытам. Их когти выступают на несколько сантиметров. Человек может быть распотрошен или избит до смерти в считанные секунды. Только в одной Южной Африке ежегодно фиксируют до 3 нападений. После вторжения в среду размножения страуса количество умерших людей за последние несколько лет только увеличилось. 1 место. Шлемоносный казуар. Шлемоносный казуар является тропическим лесным жителем из семейства бескилевых, родом из северо-западной Австралии и Новой Гвинеи. У казуаров черное оперение и голубые пятна кожи, а на голове у них так называемый шлем, чем он напоминает ящерицу. Эти птицы весят более 60 кг, рост составляет около 1,5 метра. Они отчаянно защищают свою территорию. Вооружившись предельно острыми шпорами и обладая одним из сильнейших ударов среди животных, казуары, не колеблясь, бросят вызов воспринимаемой угрозе. Были случаи, когда в результате нападения казуаров среди их обитания находили распотрошенный труп человека. Обычно казуары мирно собирают растительный материал и членистоногих с лесной подстилки. Но как со всеми из вышеперечисленных птиц, не позволяйте себя обмануть. На этом все. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока.